Здравствуйте. Это «Территория гласности». Я приветствую всех, кто нас смотрит. Я Нателла Болтинская и с удовольствием встречаю в этой студии Светлану Сорокину. Здрасте. На сегодняшний день люди ходят на процесс. Вот я твердо это могу сказать, и достаточно часто, когда приходишь, просто нет мест. И все понимают. И тем не менее ничего не происходит. Вот как это? Что с этим делать-то? Как с этим жить? Нет, ну на самом деле здесь есть, конечно, и момент такой усталости, эмоциональной, я тоже считаю, потому что это очень долго длится все. С другой стороны, что мне кажется позитивным, это то, что уже очень многие люди так или иначе в интервью, в разговорах, отвечая на вопросы или даже просто сами по себе, начинают говорить о том, что второй процесс – это уже вполне абсурдное зрелище. Я думаю, что да, решений нету, и все высказывающиеся, они все-таки от своего имени высказываются. Это их собственное ощущение. На самом деле решений нет, мое такое мнение. И Дмитрий Анатольевич, я полагаю, не может вполне самостоятельно принять это решение. А с другой стороны, все равно как-то завершать надо. Скажи, пожалуйста, вот твои, например, ощущения от судьи Данилкина? Я смотрела на Данилкина, думаю, ну вот что из себя представляет этот человек. В какой-то момент мне даже показалось, что вроде бы его тоже возмущает происходящее. Да? Ну, имеется в виду поведение некоторых представителей обвинения. Но чем дальше это все происходило, тем больше я уверена, что, в общем, судья Данилкин, конечно же, не самостоятельная величина, и ничего там его сильно не затрагивает, так скажем, не будем обольщаться. Ну, хотелось бы обольститься. Очень хочется. Вдруг он оборвет кого-нибудь. Очень хотелось бы какой-то самостоятельности от людей, которые, в принципе, по долгу своей работы должны быть самостоятельными. Речь идет о том, что, я не знаю, сегодня для Ходорковского нужен там генерал юстиции, а для кого-то из нас достаточно будет лейтенанта, правильно? И что? И как с этим можно жить? Потому что публичное выступление – экстремизм. ФСБ у нас теперь будет нас еще и предупреждать. Да, у нас еще и превентивные разговоры с нами. Что может сделать гражданин в эпоху превентивных разговоров ФСБ? Ну, единственное, вот сейчас я думаю, что интернет как некая отдушина. Ну, у меня такое впечатление, что речь идет не только о том, что интернет – это такое государство в государстве, а речь идет о какой-то, я не знаю, внутренней инертности. Вот я каждый раз вспоминаю этот пример про японцев, которые вышли на демонстрацию против изменений в учебниках в истории. 100 тысяч человек вышло. Да. Но единственное, вот я смотрю, вот 31 число, когда так или иначе упорно выходит на эту самую триумфальную, и я смотрю, все-таки народу больше становится. Народу становится больше, да. Человек я или тварь дрожащая. Человек я или тварь дрожащая. Митинг по закрытию НТВ, помнишь? Да, конечно. А когда упустили? Мы же сами дали это, правда? Ну, а как мы могли не дать? К сожалению, я не думаю, что все-таки это НТВшные митинги, потому что они не могли перерасти во что-то. Это просто была наша попытка, там, не знаю, отстоять свою профессию, свой коллектив. Но, с другой стороны, НТВшный развал, НТВшная, она действительно была в каком-то смысле точкой невозврата. После этого можно было уже все. Я имею в виду с прессой. Вот после этого можно было уже все. А теперь я хочу вернуться к делу Ходорковского и Лебедева. Каждый раз такого рода события, они обрастают легендами. Как, впрочем, между прочим, обросла легендами в свое время, обросла легендами ваша встреча с Путиным. Да. Ходят слухи, что идут переговоры об условиях освобождения Ходорковского. Как считаешь, может такое быть? Я слышала некие условия, что вы не уедете за границу, что вы не будете требовать назад компанию, что вы не будете заниматься политической деятельностью. И у меня сложилось такое впечатление, что вряд ли Михаил Борисович на это пойдет. Мне кажется, что Михаил Борисович может на это пойти. Я не думаю, что он хотел уехать, у него другие планы, в том числе связанные с какими-то образовательными программами. То, чем он по большому счету занимался еще до того, как его арестовали, его же очень занимала именно эта сфера, образовательная. «Открытая Россия», до сих пор по ней плачут учителя. И «Открытая Россия», и тот же «Интерньюз», который он поддерживал вот в последний год, как раз перед тем, как его забрали, на чем, к сожалению, и «Интерньюз» потом разгромили. Вина наша была именно в этом, да. Дальше тот же подмосковный лицей, да, то есть есть какие-то моменты, которые он очень выстраивал и, по-моему, хотел этим заниматься.
Поэтому я думаю, что это как раз были бы возможные для него условия. Другое дело, мне кажется, принципиально для него, как для менеджера и делового человека, все-таки была бы ситуация с ЮКОСом. У меня такое ощущение, потому что уж вот просто попустительством заниматься и позволить, значит, таким образом государству делать все, что угодно, и не оглядываться на законы, на права частной собственности и так далее. Вот мне кажется, вот это наиболее сложный момент, который, не могу сказать, как он, но мне кажется, это довольно неприемлемое условие. Ну, хорошо, подрастают дети. То есть, на самом деле, ничего хорошего. Подрастают дети, и детей ведь значительно больше, чем те дети, которые учатся в лицее Карелова, которые мы с тобой знаем, бывали там. И многие из них сегодня уже не знают, уже 7 лет идет. Да, ну трудно с Кораллова, трудно. Там же периодически какие-нибудь возникают ситуации. Причем так, по-моему, там намешано всего. Помимо того, что, в принципе, давно уже у многих там желание было прихлопнуть, да. Но есть еще и Одинцовский район, и большая обихоженная территория со зданиями, восстановленными, соответственно. И очень красивая, надо сказать, территория. Да, хорошая, такая вот замечательная территория, усадебная. И я думаю, что там еще и у многих такие потирания ручек, как бы загробастать просто эту территорию. Это абсолютно просто нормальные условия для нормальных детей, для их учебы. Причем не будем забывать, что это дети, которые либо из неполных семей, либо вообще дети-сироты, либо из каких-то там бесланские трудных, дети там есть. Я заходила в эти корпуса и все это смотрела. Абсолютно нормальные условия проживания. И хорошие ребята, кстати, прекрасные результаты показывают по окончании. Да, хорошо очень поступают. Да, очень хорошо учатся. поступают в институт и потом приезжают по-прежнему в Кораллово для того, чтобы повидаться со старшими ходорковскими. А вот позвольте вопрос как члену общественного совета Коралловского. К сожалению, у них периодически возникают проблемы с тем, что, несмотря на то, что с них не берут деньги за обучение в этом лицее, но их родители, их близкие все равно должны как-то рассчитываться. Налоги. Сейчас как-то вот оно немножко разрешилось, эта ситуация, потому что было вот несколько скандальных случаев, и на данный момент все-таки как-то разрешилось. А вы как-то отслеживаете вот эту вот ситуацию? Да, конечно, разумеется. Мы отслеживаем, и мы готовы были искать просто какие-то спонсорскую помощь для того, чтобы покрыть необходимые налоги. Но как-то выкрутились. Хотя был период очень тяжелый в этом смысле, очень тяжелый. Ну и возникает такая маленькая, я не побоюсь этого слова, территория гласности. У нас программа движется к финалу. Одна небольшая территория гласности – это интернет, относительно небольшая всей страны. Вторая небольшая территория гласности – это Хамовнический суд, куда люди не боятся приходить. Третья небольшая территория гласности – это лицей Кораллова, в который на каждые праздники мы с тобой как-то там видели еще действующего советника президента Илларионова. Надел, я думаю, что в каждом регионе, в каждом там городе есть своя территория гласности, или хотя бы будка. Поэтому, да нет, я езжу по России, бываю в разных местах, и везде нахожу людей, с которыми говорю на одном языке и с одним пониманием реалий. Поэтому не так все мрачно, и не только этими площадками все ограничивается. Все-таки люди живые, и везде они есть. В завершение нашей сегодняшней встречи я все-таки опять же хочу вернуться к процессу Ходорковского-Лебедева. Очень сильно власти не повезло с этими ребятами, потому что были крупные предприниматели, которые, так сказать, все понимали сразу. Попали люди, которые не хотят понимать намеков, которые не хотят отдавать бизнес, которые не хотят, так скажем, свою прозрачную компанию делать непрозрачной. Ну да. Почему-то как-то не сдал. Мать двоих детей Бахмина, с которой понятно, о чем торговались, и опять же не сдала. Пичугин, которому пожизненное заключение дали, это по делу об убийстве, по которому нет трупов. И почему-то они все вот не сдают. Все-таки есть такая публичная составляющая. Мне, кстати, радует часть свидетелей, которых вызывают в Хамовнике, соответственно, не боятся нападок прокуратуры и все-таки ведут себя вполне достойно на данный момент, мне кажется. Ты никогда не была свидетелем? Была как-то свидетелем. Давно уже там по одному совершенно мелкому делу. Меня просто попросил один мой коллега, чтобы я пришла в суд. Наверное, все-таки какое-то чувство собственного достоинства срабатывает, и не хочешь уже пригибаться. Мне так кажется. Ну так, на мой манер. А вот что касается... Сейчас пойдут наиболее интересные как раз свидетели из таких уже статусных лиц. Я очень рассчитываю, что они придут.
и что они будут, там, не знаю, честны и откровенны в своих показаниях. Ну, а мне надеяться остается на то, что все-таки территория гласности будет со временем расширяться, а не сужаться, потому что иначе в один прекрасный момент просто дыхание кончится, кислород прекратится. Я благодарю Светлану Сорокину. Да не за что. И вместе с ней мы продолжаем оставаться оптимистками по поводу этого процесса. Спасибо.